Решили навести порядок в Дубай-Марине и приступили к нашим шторам, которые, видимо, уже при третьем хозяине висят, все в пыли. Вот в результате сняли, застирали в тазу и сейчас надраиваем стекла. Перед самым переездом купили даже такую штуковину для промывки стекол. Я подумал, у квартиры несколько не открывающихся окон, как их мыть снаружи? Вот ты заезжаешь и что? Но оказалось, что здесь в коммуналку входит вызов специальных сотрудников, которые, вися на веревках, все это моют без всякого вызова, да. Они автоматически все это делают, там, может быть, даже несколько раз в год. Поэтому такая картина. Прямо шоу за стеклом. Чувствуешь себя немного мистером Бином, экономя 3 рубля. Наверняка здесь можно вызвать какой-нибудь клининг-сервис, и тебе респектабельные индусы все это отдраят как надо. Но с другой стороны, проснулся с утра. На пляж еще рано, есть чем заняться. Правда, этих окон и штор еще остается, плюс в спальнях, но явно не на один день. Пока я тут колупался со стеклами, Лена сгоняла в магазин и вот изыскала. Это вот манная каша местная. Стоит раза в 3 дешевле, чем российская, которая здесь тоже продается. Ну, не как у нас, который продается, а который здесь. Ну да, наша российская, которая продается в Дубае. Накручивают 3 конца. Потом перловка французская тоже за небольшую часть цены, которую бы наши здесь взяли. Вот, майонезы. В общем, пока изыщешь, конечно, это тоже время уйдет. А также великое количество мяса. Слушай, это ты все сейчас купила? Да. Пока вот я всего-навсего промыл 2 окна. Ой, обалдеть. Слушайте, это креветки, что ли? Да. Как раз вот это пиво-то пойдет, которое из того пустынного магазина. Это мама русская родная. лэмбовая, Ничего да. себе. Да. Слушай, вот это да. И не зеленая, заметим, а вполне даже мясце. Нормально. Полчасика ютьюба и на пляж. Как всегда, насыщенный день. Сгорела лампочка в одном из санузлов, что дало повод забраться под потолок и посмотреть, что там происходит. И, в общем, там просто целое хозяйство. То есть здесь такой подвесной потолок глубиной, наверное, полметра, а то и сантиметров даже 70. И там целые коммуникации, трубы какие-то. Страшное дело. Но это трубы явно связаны с кондиционированием. И они охлаждают каждую спальню через специальные отверстия. Вот такая система. В результате прогулки дошли до насыпного острова под названием Голубой... Чего? Дунай? Blue Waters, да. Голубые воды. И виды прямо на колесо обозрения отсюда. И вот закончился очередной день в Дубае. Подъем в полдень, не рано и не поздно. Легкий завтрак, работа по домашнему хозяйству, мойка окон, стирка штор, проверка перегоревших лампочек, поход на пляж, купание в море, тут же обед, после чего покупка недостающих вещей на Амазоне, на Тему, это китайский сайт, здесь такой есть. Ну, конечно, на Алиэкспрессе, еще там на парочке сайтов. Потом плотный ужин по случаю Старого Нового года, вечерняя прогулка. И, собственно, все, и день закончен. Так вот оно и идет. Нас не бомбили, поэтому, конечно, мы не примазываемся каким-то нечеловеческим страданиям. Последние годы скрасили, мытарства прекратились. В общем, живем, наблюдаем, конечно, за всем этим трэшем, но уже не вызывает все это никакого шока. Человек ко всему привыкает,
Так тому и быть. Ну, ждем, чем все это закончится, собственно. Как, видимо, и все остальные. Раз. А, слушай, да, он работает, правда. Утренняя прогулка по Дубай-Марине. Выходной день. На туристов не похоже. Скорее всего, это местные жители, вроде нас. Готовится обновление. Новый небоскреб на наших глазах строится. Уже вставляют в него новые окна. Надеюсь, он будет не особенно горючим, как некоторые тут. Вообще довольно много чего строят. Наверное, не так, как в первые годы, но прямо видно. Тут, там, сям. На пляже 3-4 штуки. С нашей стороны справа еще там целый квартал. Дубай продолжает куда-то расширяться. Интересно, вот этот маленький кран посередине означает, что там будет огромный небоскреб, наверное, тоже. То есть они только-только начали, похоже. Самый фундамент только прошли. А может быть, это и правда паркинг они строят. Тогда будет вид на те следующие небоскребы, иначе все перекроется. Какие-то, видимо, тут есть главные архитекторы. Какой-нибудь мэр Дубай-Марины. Вот чего сейчас меньше всего хотелось бы, так это бежать. Пешком еще куда ни шло. Тем временем приближаемся к району самых главных небоскребов. Днем все по-другому выглядит. Ночью они подсвечены еще определенным светом. Сейчас некоторые даже не узнать. Почти дошли уже до другого края Марины. Вот в этом мы смотрели, номер 9. Причем без вида на Марину, куда-то во двор. Хороши бы мы были, поселившись напротив вот этой вот стройки с кранами. Здесь, наверное, на год было бы развлечение то еще из окон. Но, правда, строят они быстро. Раз-два и готово. Яхты пока все на приколе. Туристы спят. Основная движуха будет вечером. Правда, какие-то есть, ползут. Самые настойчивые. После раннего завтрака, видимо, в 6 утра открывают сезон выхода в море. Можно было что-нибудь прочитать, конечно, про этот район и рассказать важную информацию из Википедии. Но я что-то пока халтурю. Купил только вот новый микрофон. Сегодня первый раз проверяю, как он будет записывать. Хочется увеличить качество трансляции, но не сверхъестественной ценой. Место ночевки птиц. Прямо посреди Марины. Ну, явно, что пока еще лодки не плавают, никто их не тревожит. Действительно, совершенно другое зрелище эти дома производят. Раньше мне казалось, что днем они какие-то более примитивные. А на самом деле видна архитектура. И вот без этого всякого лишнего освещения, которое у них по ночам, как-то все становится более строго. Можно рассмотреть все решения. Это второй выход из Марины. Один у нас там, по которому корабли выходят в море, а этот второй через мост. И туда, в Иран, короче, можно плыть прямо. В Ормузский пролив. Даже тут что-то строят, вон виднеется опять кран. А этот район самый плотный застройки у них. Мы там смотрели в каком-то Принцесс Тауэре, чуть ли на 100-м этаже чего-то. Ужас один, что говорить. А еще какой-то из них сгорел в том году. Чуть ли 4000 человек отселили ночью. Даже в Википедии про это написано. Любят они гореть. Как это получается, непонятно. Начинают понемногу подвозить туристов.
который фотографируется возле рамки. Главное никому не помешать, не сбить кадр. Вот от этого скрученного здания какое-то прям завихрение в мозгу, когда его рассматриваешь, немножко прям как-то ведет в сторону. Но изнутри, наверное, нормально воспринимается. Вот сюда мы ходим в хлебобулочный магазин по вечерам во время прогулки. Для туристов идеально обозначены места для фотосъемки, причем к ним обычно их и привозят. Вышел, снялся и побежал дальше. Вот такие тут высоты у них. Редкий кадр. Помывка окон с помощью верхолазов. Идут на параллельных курсах. Человек 6. Кстати, наша ЖКХ тоже их вызывает, якобы. И они наш дом тоже чистят. Вот этот вот горел. Его уже восстанавливают. Горит, как и у нас в Аль-Барше. Не просто квартира другая, а все здание от первого до последнего этажа. Это, конечно, надо уметь так. Но обходится без жертв. Можно спастись, если следить за сигналами. Вот Принцесс Тауэр посередине, где мы смотрели года 3 назад. Ужас один. Выходишь такой на балкон, где-то вот там. При этом еще ограда прозрачная, из стекла. И у тебя там вещи сушатся. Ветер свищет. Вот посмотрим, как новый микрофон записывает. Обходим эти небоскребы с другой стороны. Дерущиеся скворцы. Слушай, они прям больно друг друга клюют. Что же это такое-то? Может, не надо так прям нападать друг на друга? Ох, какие злобные. Ничего себе. Хорошо, что он не на нас бросается. Еще целый новый район застраивают. Так эта Марина и будет продолжаться до бесконечности. Вот там мост будет. Да. И вот еще новенькое что-то. Общий кадр. Перешли через мост, который над входом в Марину, и смотрим на это же с другой стороны. Марина очень не такая уж и большая. Если быстро идти, где-то, наверное, за час можно обойти быстрым шагом. Те же новостройки с другой стороны. Вот этот мелкий, они то ли поздно начали строить, то ли действительно это будет что-то низкое. Пока сложно понять. Что-то происходит, но что непонятно. Пока только видно 2 этажа паркинга, но это ничего не значит. Кран можно нарастить и на 100 этажей наверх. Вот тоже немаленькое здание готовится к сдаче. Сейчас будет шуметь, и мы это заснимем. Эти автомобили красного цвета, они не могут тихо ездить. Вон, поехал. И быстро скрылся с глаз до следующего светофора, который где-то в 100 метрах примерно. А это его брат приближается, покрашенный в черный цвет. Ну, этим, конечно, здесь никого не удивишь. Хотя мы понемногу удивляемся.
Настоящее испытание для микрофона. Сильнейший ветер свищет. Движемся в сторону нашей пляжной зоны, где можно купаться, загорать Автомобиль стоит. и все такое. А, кибертрак. Ну да, да. Попадаются они тут иногда. Самое место для всяких кибертраков. Сейчас здесь даже нет пробки, благодаря раннему часу. А времени-то всего 9. Да. Вообще, 9 утра. Ранние птички. Какая-то тут сложная история со скидками всегда. Скидки от Макдональдса, скидки от приложения какого-то. В общем, целая бухгалтерия. Можно выцегонить кофе подешевле. Пока что 30 монет. И вот специальный человек проделывает манипуляции. И вот уже 25,50. Оно работает. Макдональдс не объедешь. Эта машина покруче, чем он был. Ну да, да, хотя бы посмотреть на нормальные машинки. Мы что-то мыкались. Одну вон поменяли, вторую заказали. Сложно домой подобрать. Не будешь, конечно, ставить такую бандуру, как здесь. Насытились кофе. Хорошие они делают с шоколадом. Прям могут, что называется. Продолжаем движение. Скоро будем закругляться на сегодня. Да, как они тут деньги зарабатывают? Все время возникает эта тема. Потратить как понятно, а вот как заработать? На одну зарплату далеко не уедешь. Движемся кругами. Редкий случай увидеть здесь почти пустую улицу. Туристы еще не проснулись. Еще один тут Brands for Less, но он всегда набит народом. Я не думаю, что он Сейчас вряд ли, а вот как-то мы вечером заходили, вообще труба. Популярная тема здесь, я уже снимал в нескольких из них. Очередная порция суперкаров. Уже мы их за утро посмотрели, наверное, 10 штук. Да. И никак эта тема не заканчивается. В Софителе постояльцам дают фирменные сумочки, видимо, с полотенчиками и с принадлежностями. Они все на пляже лежат. Одно удовольствие. А пляж вон прямо 3 минуты. Путь от Макдональдса до Макдональдса. И уже поворот к нам через мост и домой. Пока светофор не загорелся, продолжаем наблюдать за машинками. Что там нового на рынке? Последний штрих. И скоро мы дома. 1,5-2 часа где-то маршрут. Но быстрым шагом. Марина обозначает конец пути. Можно наконец отдохнуть будет.